Положила вчера микрофончики, а пристегнуть их забыла. Ну, сегодня все на месте. Счастья вам, овны, львы, скорпионы. И что вас объединяет вот на этот период, на транзит Марса? Что вас объединяет? Овны, львы, скорпионы, как солнечные, так, конечно же, и асцендентные, а также те, у кого Марс либо в Овне, либо во Льве, либо в Скорпионе. Вот что вас всех будет объединять этот период? Конечно же, энергия Марса, энергия силы, напора, действия, осознанности, продуманности, достоинства. И все это во Льве под управлением львов, то есть под управлением Солнца. Абсолютное жизнелюбие, жизнестойкость, завершить все дела до конца, еще себе настроить планы всякие разные. Энергия любви обильная. Вот вы чувствуете вас именно любовь. Вот она хочет ее выразить, высказаться, показать, предложить любовь свою, рассказать о своей любви, отдать любовь, почувствовать любовь. Вот что вас будет всех этот период объединять. Наисильнейшее положение Марса во Льве. Здесь Марс и от Овна, и от Скорпиона. Он настолько зрелый и в то же время молодой, настолько продуманный и в то же время легкий, который толкает, интересуется, жажда жизни, жажда познания, но продуманно, достойно, спокойно, осознанно. И это все вот под таким чудесным, замечательным солнцем, то есть тоже огнем. Уверенность. Овны. Мы сейчас, овны, львы и скорпионы, рассмотрим, в каких домах окажется у вас этот транзит. Итак, овны, для вас это 5-й сектор. Очень за вас, овны, рада. 5-й сектор. Чудеснейшее положение для творчества, для любых презентаций. Все, что вы умеете, все, что вы знаете, все, что вы хотите. Это чудесный транзит, чудесная энергия для влюбленности. Встретить человека, увидеть человека, создать семью, создать свой очаг, создать свой дом. Очень хорошая энергия для тех, кто хочет детей. И с детьми дети вас радуют, дети вас просто имеете удовольствие и наслаждение от своих детей, приносят вам настолько хорошие, приятные сюрпризы от детей. То какой-то экзамен дети сдали, вы очень гордитесь своими детьми, то может быть где-то на каком-то конкурсе ваш ребенок что-то занял. А также точно и вы. Экзамен какой-то сдаете, проходите какой-то тест, проходите какое-то интервью. Безусловно, это финансы. Это тоже точно так же 5-й сектор отвечает и за финансы. Чувствовать будете, продажа какая-то будет состояться, хорошая сделка. Причем такая сделка продуманная, сделка, которой вы давно шли. Да, подписывать бумаги, возможно, не надо, потому что еще до 23-го ретроградный Меркурий, но вам и не надо их будет подписывать, потому что вы продаете, у вас покупают товар. И вы можете смело вступать в эту сделку. Следующее, конечно, это оптимизм. Вы и так большие оптимисты. А здесь у вас такой поднимается подъем, оптимизм. Вы чувствуете, что у вас все получится. И у вас получится. Вот за все, что вы возьметесь, у вас получится. Это 5-й сектор. А также 5-й сектор – это удача, успех и победа. И вы будете чувствовать, она будет у вас и удача, и успех, и победа. Но как только немножко хочется взгрустнуть, немножко хочется
как-то расслабиться в таком отношении, как не использовать, не задействовать свою энергию, как расстроиться, немножко захочется какой-то агрессивность, активно-агрессивность сделать. Энергия, которая вот такая на пике энергия, самая лучшая, которая может быть, она идет туда, куда ты ее используешь, так же сильно идет туда, куда ты используешь. Вот в это. Хочешь уныние, ты получишь сильно это уныние. Потому что энергия не разбирается. Она на запрос идет. Запрашиваешь конфликт, скандал, активность, агрессивность, уныние, разочарование. Ты одинаково получишь. Так же, как ты получишь. Точно так же ты эту же энергию получишь на позитив, на успех, на победу, на удачу. Одинаковая сила происходит. Поэтому, конечно, Овны, ваш Марс настолько вам хорошо отработает, но от вас очень многое зависит. Итак, как никогда, я думаю, потом действую. Я читаю ваши комментарии, и многие пишут, это я не могу, я сначала действую, потому что я себя ломаю. Это модель поведения. Что я сначала скажу, а потом подумаю, а потом себя ругаю, зачем я сказал, зачем я сделал. Лучше бы я промолчал. Сколько раз так происходит, куда тратишь энергию? На то, что ты уже сказал, сделал. И вот эта модель, я так рожден. А для чего для чего тебе знать астрологию? Для того, чтобы ее прорабатывать? Для этого ты и знания получил? Еще раз вернусь, если ты знаешь, что на дворе посмотрел, дождь идет, что ты пойдешь? Зонт возьмешь и оденешься соответственно. Почему? Потому что ты знаешь, дождь идет. Вот так и здесь, если ты знаешь, что это разрушительная энергия, когда ты сначала действуешь, оно тебя разрушает. Поэтому, конечно, вот эту модель, этот стереотип, над которым ты работаешь. Поэтому, безусловно, эта энергия Марса, она прям просит: думай, потом действуй. Думай, потом скажи. Я думаю, меня овны услышали. Слышите, знаете, очень многие с этим, эту схему, это правило впустили в свою жизнь, и качество жизни совершенно другое. Когда ты думаешь, а потом действуешь. Качество. Приобретаешь совершенно другое качество. Дальше. Ну да, конечно, львы. Львы. Ну что, к вам попадает. Да, кстати, овны. 27 числа этого месяца, июня, Венера зайдет тоже к вам в 5-й дом. Тоже к вам в 5-й дом. Ну, безусловно, еще с прошлого года тянется у вас тема семьи, тема смены статуса. И те, кто еще в поиске, те, кто еще не имеет этого опыта семьи и хочет приобрести этот опыт, очень большой шанс. Но о Венере, которая зайдет тоже сюда же, к Марсу, во Льва, к вашему Марсу зайдет, тоже в 5-й дом. Буду делать туда попозже, к 27 числу сделаю, как это будет играть все вместе, эта парочка. Марс и Венера во Льве, и точно так же работает она в Стрельце, там Юпитер отвечает. Когда вот эта парочка пребывает вместе, это божественное какое-то, божественное явление любви, влюбленности. Это божественный подарок. Это мечта, которая твоя может очень-очень давняя. Это мечта, которая может быть с детства. То, о чем вы мечтали с детства, она может появиться на горизонте. Вы можете ее уже чуть-чуть почувствовать, чуть-чуть к ней приблизиться. Ну, а об этом будем говорить туда попозже. Львы. Спасибо за донаты. Львы, спасибо за донаты. Вам захочется, вообще этот транзит сделает такую щедрость, прям вот так по-львиному. Вы захотите это сделать. А оно так работает. Оно идет всегда, все идет по кругу.
все идет по кругу. Откуда мы начинаем, туда мы и придем. Вот так она идет, жизнь по кругу. Вот так энергия идет. И эта энергия, которая появляется у вас вот с этим Марсом, он у вас появляется в первом доме. Это я, это показать себе, это презентовать себя, выразить себя. То есть, да, вот такие щедрые какие-то порывы. Вам захочется поделиться, потому что это пойдет по кругу, оно к вам вернется. Это пойдет по кругу, оно к вам вернется. Это энергия, которая застоялась, ее выпустить, дать ей жизнь, чтобы на это место, вот это исполнение желания. Смотрите, такое положение, когда к вам заходит Марс, оно заходит к вам в первый сектор, самый важный сектор, первый сектор. Он заходит к вам, а 27-го туда же приходит Венера, о которой будем говорить позже. О чем этот транзит? Еще раз и еще раз. Как вы себя можете чувствовать, как вы себя будете ощущать, как вы можете его конкретно по первому дому применять. Диета. Просто кому надо, а львам иногда нужна. Часто нужна диета. Вы настолько, сейчас подберу это слово, перфекционисты, что даже лишний килограмм, вы его видите прям как 10 ненужных. А когда 10 ненужных, вы не ощущаете себя на троне. Вы рождены на троне. Это не эгоизм, это не какая-то привилегия. Это природно, вы так рождены. Вы рождены на троне, а для того, чтобы постоянно быть на этом троне, надо из себя что-то представлять, поэтому вы всегда что-то делаете. Так вот, очень хорошо этот аспект просто, если нужно было бы взять год для того, чтобы сбросить 10 килограмм, вы можете сбросить за этот аспект, он там будет 1,5 месяца. Вы можете прям увидеть, почувствовать очень хорошо, чудесно диету. Чудесно убрать какие-то ненужные отношения. Или навести такую генеральную уборку в каких-то своих отношениях. Порядок навести своих. Приоритеты все расставить. Причем не поддаваясь какому-то давлению. Львы и давление – это ни за что, никогда. Сломать льва, могу сказать, вообще невозможно. И, из своей практики я не встречала сломленных львов. Вот все равно всегда на троне. Как бы тебя жизнь и что бы жизнь, все равно всегда спинка ровно, корона на голове и на трон себя. Поэтому вот этот аспект, это не про какие подстроиться, что-то уладить, подчиниться. Это абсолютное равноправие, приоритет, расставить все границы, все рамки. На предприятии, на работе у нас одни отношения, в семье у нас другие отношения. То есть какая-то определенная своя граница, которая не нарушает вот эту вот идеальную такую систему своей значимости, чтобы нисколечко вас не подавляло. Вы не можете, но вы чувствуете, вы очень чувствуете это, и вы настолько выбираете из-под, скажем, гнета. Лев не может, чтобы его притесняли, абсолютно не может, ни в чем, ни на работе, ни в семье, ни в дружбе. Он не может так себя ощущать где-то ущемленным. И вот этот вот транзит, это говорит о том, что расставите все, абсолютно почистите вот эту свою атмосферу вокруг себя, расставите приоритеты, расставите границы, ничего не принося в жертву. Львы не приносят в жертву. Вы, принося себя в жертву, вы почву под ногами теряете. Вы это делать не можете и ни в коем случае не надо. Никому не услужливость никакую проявлять, именно услужливость. Я могу проявить щедрость, доброту, мое время уделить.
Но это не услужливость и не повиновение. Ну что, абсолютно захочется ли вы имидж свой поменять? Вот захочется гардероб свой поменять. Яркое. Вы и так яркие, вы и так заметны, вы любите яркие вещи. Ну, солнце, конечно, что я должен быть заметен. Но вот здесь как-то особо захочется настолько наслаждаться удовольствиями. И удовольствия будет достаточно. Энергия, сама энергия удовольствия. Представляете, заходит Марс, который приносит молодость, силу, энергию, развиваться вперед, любопытство к жизни и осознанность, достоинство, покой, уравновешенность, сексуальность и прочее. И в первом и во втором случае, как от Овна, так и от Скорпиона, бешеная сексуальность. Конечно, влюбленности, конечно, вы заметны. Делайте поступки, говорите приятные слова, пустите в свою жизнь любовь. Пустите. Отдавая любовь, ты получишь любовь. Отдавая позитив, ты получаешь позитив. Вы очень позитивны. Вы очень щедры на то, чтобы поделиться, осветить, показать, указать путь, научить. Вы не можете без этого. И чем больше вы это отдаете, тем больше, еще раз говорю, вся энергия жизни идет по кольцу, по кругу. Иногда в жизни бывает, что она идет чуть-чуть назад. И мы, конечно, когда вот это колесо прокручиваешь, но бывает, когда в данном случае вот это вот работает на вас очень великолепная энергия, которая прогоняется. Для этого нужно выдавать. Если вас где-то приглашают выступать, выступайте. Если вас где-то позовут лекцию какую-то дать, вы давайте лекцию. Если вы захотите на YouTube какую-то платформу открыть, на YouTube о чем-то вещать, начинайте. На другой платформе, если вы в Instagram или где-то хотите показать себя, а вы всегда хотите себя показать. Вам всегда нужна сцена, вам нужны люди, вам нужны овации, аплодисменты, чтобы вас слышали, чтобы от вас учились, чтобы от вас... Вы это отдаете. Если у вас это застаивается, вас изнутри разрывает. И этот период, этот транзит о том, что вы смело можете о себе заявлять. И многие львы заметны и знамениты могут стать в этот период. Вы лидеры, вы можете за собой и в политику пойти, и в правительство пойти, и заведовать какой-то кафедрой, и заведовать отделением каким-то большим. Вы лидеры, за вами пойдут. То есть энергия жизнерадостная, подвижная, любвеобильная, благородство. Абсолютно вот здесь Марс, когда заходит к вам, он благородный, почтенный, уважаемый. Ну что еще? Заявите о себе, вот определенным образом заявите о себе. Говорите о любви, признавайтесь в любви. Ваше дело сказать. Не откликнется человек, не отреагирует человек. Это его проблемы. Вам отдать эту энергию, и вы получите ее. Вы получите ее обязательно. Ну, заходя во Льва, Марс располагает самостоятельно принимать решения. Но вы и так самостоятельно принимаете решения. Вы и так достаточно, вы независимы от другого мнения. А где-то я спрошу, я не уверен, я не знаю, мне узнать, а мне спросить. Вы, в принципе, вы всегда принимаете решения сами, поэтому здесь это как раз самостоятельно принимать решения, вот этот транзит, этот Марс. Ну и, конечно, абсолютный хозяин своей судьбы. Я сам. Как никто. Руководить львом невозможно. Я хозяин своей судьбы. И этот аспект про это. Я хозяин своей судьбы, и я хозяин своей жизни. И если меня на сегодня что-то не устраивает, я могу начать сегодня, чтобы через год меня устроило. Всегда есть шанс начать все сначала. В любом возрасте. И для вас это тоже шанс
если что-то не получалось, если что-то, шанс начать все сначала и в карьере, и в личных отношениях, и с друзьями, и со странами, и с другими культурами связать себя. То есть всегда, если тебе что-то не устраивает, ответишь себе на вопрос: повторил бы я этот экспириенс, который я до сегодняшнего дня прошел. Вот я нахожусь в отношениях, в личных отношениях с человеком. Вот сегодня. Захотел бы я на сегодня, вот зная все, что этот человек, как себя ведет, его поведение, захотел бы я отношения, если бы я знал здесь то, что в начале это будет. Захотел бы я. И если вы себе отвечаете: нет, не хочу, значит, надо заканчивать эти отношения. Также касается и работы. Услышали? Ответьте себе на вопрос. Вот то, что я на сегодня работаю, меня устраивает? Хотел бы я 5 лет назад прийти сюда работать, если бы я знал, что мне за этот вот промежуток 5 лет, что мне нужно? Да, мне нравится, я бы хотел. Окей, продолжаем. Нет, мне не нравится, мне здесь некомфортно, меня здесь не слышат, меня здесь не считаются со мной. Вот тогда и ответ: надо заканчивать это. Надо заканчивать это. Следующее, что еще? Ну и вот зайдет к вам 27 числа Венера. Тоже также зайдет в первый сектор. Просто великолепно. Это парочка, это божественное создание. Это божественная энергия. Это энергия успеха, удачи, счастья, удовольствия, радости. Когда эта пара вместе во Льве, именно во Льве и в Стрельцах. Вот когда такая пара и во Льве, и в Стрельцах, это абсолютное везение. Ну, об этом аспекте буду говорить попозже. Итак, я хозяин своей судьбы, и я хозяин своей жизни. Я со всем справлюсь, и я всего добьюсь. Скорпионы. Скорпионы. Ну что, ваш Марс вместе с Марсом от Овна. Вот представляете, какая энергия собралась? И молодая, и здоровая, и активная, и любопытная, любознательная. Жить, радоваться, глаза блестят. И Скорпиония осознанная, достойная, серьезная, сексуальная, степенная, молчаливая. Вот это вот две энергии соединяются. Вот такое качество нахождения Марса во Льве. Вот такое вот качество приобретают скорпионы. То есть энергия какая у вас будет. И она у вас будет в 10 секторе. Все, что связано с карьерой, с успехом, с продвижением по службе, продвижением на работе. Абсолютная энергия влюбленности, партнерства. Всегда 10-й дом, всегда карьера. Все, что касается 10-го дома, это партнерство. Абсолютно по карьере ты не можешь подниматься один, тебя окружают люди. Здесь будете чувствовать и уверенность свою, то, что вы начинали, или то, что вы, где вы работаете, то, что вы учили, то, на кого вы учились, вы будете чувствовать большой, огромный, качественный подъем. И энергия Марса настолько будет переплетаться. То, чем я занят, то, что я делаю, переплетается с очень сексуальной энергией. Оно на работе тебя сводит, оно в какой-то командировке, оно где увлечение также, в учебе твоей. Оно настолько переплетается, очень сильно энергия открыть какую-то, разгадать какую-то загадку. Это может быть загадка, все, кто связаны с расследованием какого-то дела, это все, кто связан с каким-то исследованием в науке, в природе исследования. Вот разгадается какое-то учение, которое вас давно-давно зависло, под вопросом было. Вы сомневались в чем-то. Вы находите авторитетные издания, которые подтверждают ваши предположения, то, чем вы занимались. То есть энергия абсолютно для того, чтобы познать
то, что было давно-давно за 7 печатями закрыто. Вы близко к этому подходили, но никак не могли эту тайну открыть. Это не то, что вы тайну открываете. Нет, вы что-то познаете. Вот к чему-то такому прикасаетесь. Ну и, конечно, во Льве это Марс во Льве, вот такой качественный Марс для скорпионов. Заметные, разговорчивые, презентуете себя, показываете себя так, как вы это делаете. Ваша здесь даже не слово, а ваша именно энергия. Даже говорить тут ничего не надо, а ваша энергия, ваше присутствие. Вас много. Вот знаете, иногда садится в машину, вот скорпион сел в машину, и вот она заполнена, вот энергия. Скорпионы понимают, о чем я говорю. Вот садишься в машину, а вот тебя много в этой машине. Вот такая вот твоя энергия. Вот вы эту энергию будете чувствовать. Именно не слово, а энергия будет вот влиять. Ваше присутствие, ваше нахождение в каком-то месте вы тянет, магнитом тянет вас много, хотя вы ничего не говорите, вы ничего не вступаете ни в какую дискуссию. Я не говорю спор, дискуссию. Вы не вступаете, но всегда будет чувствоваться, как будто вот знает ответ, просто не говорит, но вот знает ответ. И для этого скорпиону энергия, которая будет вокруг вас, вот это Марс, конечно, сделает именно Марс во Льве, сделает вот эту энергию такой соблазнительной, очень соблазнительной. Ну, конечно, скорпионы, в принципе, дружат всегда со своей головой и находятся на Земле, не витаете в облаках, поэтому сможете отличить временное вот такое явление с настоящим глубоким явлением. Что еще для скорпионов? Конечно, защита своих собственных прав, как всегда, скорпион это бесполезно. Залазить к нему в душу, залезть к нему вообще в его пространство, это бесполезно. Скорпион всегда расставит границу, всегда выставит границу, за которую никому невозможно зайти. Почему? Потому что скорпион не нуждается. Не нуждается в каком-то теплом разговоре, какой-то рассказать, что там с ним приключилось, или как он себя ощущает. Не нуждается. Скорпион сам себе авторитет, сам с собой разговаривает, сам себе говорит. Поэтому всегда у скорпиона есть граница. Защита своих собственных этих границ. Что еще? Что еще? Да, кстати, скорпионы, спасибо. Вы и львы, спасибо большое за поддержку канала. Большое спасибо. Получила. Скорпионы очень щедрые. Ну что еще? Смотрите, какое качество здесь вашего Марса, но вы им не воспользуетесь. Быть вожаком. Скорпион не лидер. За скорпионом и так идут. Скорпиона и так слушают. Ему не надо быть лидером. Лидер, лев, ему надо быть лидером. Козерог, ему надо быть лидером. Скорпиону, за ним и так его слушают, идут за ним, спрашивают у него, за советом идут. К рыбкам тоже за советом идут. Так вот, здесь вот популярность тоже не нужна, хотя вот этот транзит Марса очень такую сделает популярность. Абсолютно не нужна популярность никогда скорпионов, даже захочет в тени остаться. Если и что-то где-то какой-то совершил действие какое-то, спас кого-то или помог кому-то, захочет в тени остаться. Не надо это выставлять, не надо на показ это делать. Скорпиону это абсолютно все равно. Попадет он куда-то на первые страницы, станет он известным. Это, хотя энергия вот такая вот будет переть, но скорпионы ей абсолютно не воспользуются. Но размах мыслей, размах идей, размах всяких точно так же подарков. Вот захочется кому-то, скорпион же молча делает подарок.
И энергия будет сделать, продемонстрировать свое отношение. Неторопливость, это ваша Скорпионе, вежливость, влюбленность, ухаживание, радостные встречи, долгожданные пополнения в семье, кто в теме. Это, конечно, в этом транзите абсолютная уверенность, четкость, ясность. Ну что, Скорпионы, 27 числа Венера тоже зайдет сюда же, к львам, к вашему Марсу. Сюда же зайдет Венера и тоже к вам зайдет 10-й сектор, о котором я 27 июня, о котором я буду говорить попозже. Что эта парочка вместе делает? Да, когда не часто такое бывает, чтобы и Марс, и Венера сошлись вместе именно во Льве, либо такой же транзит в Стрельцах. Вот это два очень сильных транзита всегда. И когда этот транзит бывает, 27-го они зайдут, встретятся, о нем буду говорить подробно, это мечта ваша какая-то исполнится. Мечта очень давняя. Особенно все, что связано для Скорпиона, все, что связано по вашему физическому состоянию. Вплоть до того, что четкость зрения наступает, четкость зрения. Четкость какого-то органа, который внутри работает. То есть это когда зайдет Венера, то есть это парочка, когда соединяется во Льве, это исполнение желания очень-очень долгожданного. Очень, которое, может быть, еще где-то закралось с детства, которое много лет вы ждете, а оно никак не исполняется. Вы можете уже прям прикоснуться, как будто вы близко подошли к чему-то. Не к чему-то, а к тому, что у вас когда-то очень сильное было желание, потому что Марс сильный, а Марс это желание. Возможно, человек появится, которого вы в душе, вы его отпустили, вы его забыли, а может быть даже и вычеркнули. Скорпионы вычеркивают из жизни. В определенный момент вычеркивает те, кто уже отработала энергия, отношения отработали. Но тем не менее, как-то так внутри вы давно желали встретиться с этим человеком. Может быть, не желали даже, а именно узнать что-то. Или узнаете что-то, и вам напомнит, вам освежит в памяти. То есть, исполнение каких-то очень давних мечт и желаний, которые давно откуда-то из очень-очень давнего времени. Как-то вот так. Я думаю, что Скорпионы абсолютно понимают мое каждое слово. Еще раз вам спасибо за поддержку канала. Ну что, вы знаете, что я вас бесконечно, абсолютно всех я в первую очередь уважаю. Потому что каждый из вас личность. Но ты уважаешь только тогда, когда ты себя уважаешь. Поэтому всегда начинать себя уважать. Тогда ты всех уважаешь. Тогда каждый человек личность. Когда ты сам личность, когда ты сам себя уважаешь. Поэтому бесконечно вас всех уважаю. Каждый из вас личность. Очень сильное расположение, когда ты сам Скорпион, асцендент во Льве. Когда ты Овен, асцендент во Льве. Когда ты Лев, асцендент либо в Скорпионе, либо в Овне. Это, конечно, очень сильная энергия. Это очень сам по себе характер, само по себе жизнестойкость, жизнелюбие. Это очень сильное расположение в карте у человека. Поэтому посмотрите, если Марс, где у вас Марс, если Марс находится у вас в самом Льве, или находится в Овне, или находится в Скорпионе, это тоже очень сильное положение. И сила здесь заключается в том, что вы по жизни не теряетесь. Вы по жизни не растеряны, не знаете, вы уверены всегда. То есть это просто понимать и знать надо. Вот у тебя энергия уверенности. Ты не можешь в жизни потеряться.
Никакая ситуация тебя не потеряет в жизни, имея такой сильный Марс. Или асценденты, как я вот сейчас только вам сказала. Ну, бесконечно вас уважаю, еще бы говорила и говорила. Обнимаю вас и до следующих встреч.